задумчивые зеленые дали в окрестностях старинного Серпухова. Здесь, над тихой речкой Протвой, 17 лет назад был заложен город, рожденный потребностями века научно-технической революции. Его назвали Протвино. Это одна из столиц современной физики. Она известна во всем мире благодаря исследованиям, которые ведутся здесь на синхрофазотроне, ускорителе элементарных частиц. Проектировали Протвино в тесном контакте с его хозяевами-учеными архитекторы во главе с Дмитрием Михайловичем Кориным. Разработкой генерального плана развития города руководил Лев Владимирович Лилье. Город еще весь в росте. Его общественный центр только создается, но уже видно, как начинают воплощаться строителями замыслы зодчих. На берега Протвы строители пришли не завоевателями. Прекрасную русскую природу архитекторы пригласили в город. Во многих новых городах дома разбросаны на большой территории с островками зелени между ними. В Протвино дома в жилых комплексах сгруппированы поплотнее, зато лес примыкает к каждому микрорайону крупными массивами. Живой, настоящий лес у самого порога городского жилья. В этом городе все, от расположения кварталов и улиц до внутренней планировки квартир, подчинено стремлению сочетать городской комфорт с близостью к природе. В жилых домах, в залах Дома ученых, в любом уголке города в окна заглядывают деревья, льется аромат хвои. Здесь лес – неотъемлемая часть архитектурной композиции. И трудно понять, кто у кого в гостях – лес у города или город у леса. При компактной застройке жилые комплексы не удаляются от общегородского центра. Поэтому путь из любого микрорайона в центр занимает не более 20 минут пешком. В основу планировки города архитекторы положили не транспортные, а пешеходные дороги и дорожки. Общественный транспорт вглубь жилых массивов не входит. Ну, а при дальнейшем росте города? Там, где интенсивные потоки пешеходов и автомобилей все же скрестятся, транспортные магистрали намечено заглубить. Люди разминутся с машинами, не опускаясь в подземные переходы, ведь ходить под открытым небом человеку и привычнее, и приятнее. Стремясь сохранить зелень, архитекторы проложили мощеные дорожки не казенными прямоугольниками, а так, как на первых порах протоптали их новоселы. Город тих и уютен. Город принадлежит пешеходам.
Таким и хотели видеть его градостроители. Как и во всяком молодом городе, в Протвино много детей. Их появление приносит радость и заботу не только родителям, но и городу. Радушно принимают малышей, расположенные в лесу, детские сады. А когда дети подрастают, просторные школы с большими спортивными комплексами. Заботится город и о том, чтобы воспитать у своих юных граждан чувство прекрасного. Бок о бок с архитекторами в Протвино работают художники. В лесу детей встречает сказка. Таков этот юный город, с его распахнутыми в лес улицами, светлый и бодрый, дарящий горожанину радость ежедневного общения с природой, удобный для жизни, для работы, весь устремленный в будущее.